привет! Сегодня я покажу, как приготовить очень легко и просто тесто для краффинов. Краффины можно делать каждый раз разные, с разными начинками, поэтому я хочу сделать отдельное видео теста для краффинов. В этом рецепте используется дрожжевое слоеное тесто, которое готовится намного проще, чем для круассанов. И для того, чтобы приготовить краффины, надо сделать сначала дрожжевое тесто. Для этого мне понадобится 300 грамм муки, 50 грамм растопленного сливочного масла, 6 грамм сухих дрожжей, 50 грамм сахара. У меня сахар тростниковый, он добавит тесту такой очень приятный вкус, но можно взять и любой сахар белый. 140 миллилитров теплой воды, примерно 35-38 градусов, пол чайной ложки соли. И так как краффины это смесь маффинов и круассанов, тесто нужно делать слоеное, дрожжевое. Мне для слоения понадобится сливочное масло, примерно 125 грамм. Оно должно быть обязательно мягкое, комнатной температуры. Сначала в теплой воде я разведу дрожжи. Выливаем в миску воду, добавляю немного сахара, примерно 1 столовую ложку. Так дрожжи быстрее начнут работать. И высыпаю дрожжи. Хорошо это перемешиваю. Я всегда проверяю, хорошие ли у меня дрожжи, когда я работаю с сухими дрожжами. Потому что иногда попадаются дрожжи уже старые или испорченные. И чтобы не испортить окончательно тесто, лучше выбросить вот эту часть теста с дрожжами, чем испортить все тесто. А пара должна слегка подойти. Оставляем ее минут на 10. Пока дрожжи подходят, я просею муку. Муку я всегда просеиваю для любых изделий из теста. Именно тогда изделия получаются пышными и красивыми. Также в муку я добавляю все сухие ингредиенты. Это оставшийся сахар и соль. И хорошенечко это перемешиваю. Посмотрите, дрожжи у меня хорошо подошли, образовалась такая шапочка, и значит я могу делать тесто дальше. В муке я делаю небольшое углубление и выливаю сюда опару. И начинаю замешивать тесто. Тесто будет довольно плотным, его надо будет очень хорошо вымесить, так как тесто мы будем хорошо растягивать в тонкий пласт, раскатывать его. Поэтому тесто должно быть очень хорошо вымешанное. В тесто я добавляю масло. И теперь начинаю хорошенечко все замешивать. Сначала в миске, а затем я перейду на стол. Это тесто отличается от теста, которое мы делаем на булочки. Оно именно действительно более плотное. Совсем не жидкое, как у нас в некоторых видах булочек было тесто. Собираем все в один комок. Итак, посмотрите, тесто я собрала в один комок. И теперь перехожу на стол. И начинаю хорошо тесто вымешивать на столе. Это займет примерно минут 10. Муку я уже подсыпать не буду. Но вы, конечно, смотрите по вашей муке. Мука везде разная. Возможно, вам понадобится немного, но совсем чуть-чуть. Просто вымешиваю тесто, чтобы оно стало очень гладким, совершенно не приставало ни к рукам, ни к столу. Сейчас тесто я мешу вот буквально несколько минут, и оно уже под руками становится совершенно другое, более эластичное. Но, как я уже сказала, месить надо минут 10. Так как тесто мы будем вытягивать в очень тонкие длинные пласты.
И чтобы тесто не рвалось, его надо очень хорошо вымесить. Кстати, рецепт настоящих круассанов вы можете посмотреть у меня на канале. Посмотрите, тесто я мешу уже примерно 10 минут, может даже больше. Какое оно стало мягкое, эластичное, совершенно не пристающее ни к рукам, ни к столу. Видите, упругое такое. И есть еще одна проверка теста. Нужно взять возле края и попытаться его хорошенечко растянуть до тонкого состояния, чтобы просвечивался свет. Видите, я растягиваю тесто, и оно у меня не рвется. То есть тесто я очень хорошо вымесила. Оно тонкое, не рвется. И значит, потом при последующей раскатке тесто у меня не будет рваться. Оно будет очень хорошо раскатываться. Вот такое тесто у меня получилось. Сейчас я миску слегка смажу сливочным маслом. Выкладываю сюда тесто и закрываю пищевой пленкой. Тесто я отправляю в теплое место примерно на 40-45 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. Я ставлю тесто в микроволновку. Рядом с миской я ставлю чашку с горячей водой и закрываю микроволновку. И так у меня получается такое хорошее теплое место, в котором тесто очень хорошо подходит. У меня прошло примерно 45 минут. И мое тесто прекрасно подошло. Оно увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Посмотрите, какое шикарное тесто. Тесто я достаю из миски. И сейчас тесто мне надо разделить на 6 примерно равных частей. Если у вас есть весы, делайте это при помощи весов. Если нет, просто делим примерно на 6 равных частей. Тесто пополам и потом еще на 3 части. Тесто я разделила на 6 частей. И теперь каждый кусочек теста я подкатываю в колобок. Вот такой. Подкатаю его и оставлю тесто вот в таком виде еще минут на 10, чтобы оно отдохнуло. Итак, я подкатала все кусочки теста, выкладываю их на стол. Стол я даже не посыпаю мукой, так как тесто такое хорошее, что оно совершенно не пристает к столу. И закрываю тесто пищевой пленкой. И оставляю минут на 10. Тесто обязательно должно отдохнуть, потому что если оно не отдохнет, вы не сможете его хорошо раскатать, чтобы оно у вас не порвалось. Теперь, когда тесто у меня отдохнуло, я начну раскатывать его. Беру по одному колобку, немного стол я подсыплю мукой и сверху, и начинаю раскатывать тесто очень тонкий и длинный пласт. Как можно тоньше. Если у вас есть машинка для раскатки теста, сейчас самое время было бы ей воспользоваться. Если ее нет, приходится работать так, как я, вручную и скалкой. Раскатываем тесто. Тесто очень удобно раскатывать, если вы его слегка еще растягиваете при раскатке. Смотрите, я катаю и по чуть-чуть его еще вытягиваю. Тесто очень эластичное, так как мы его очень хорошо замесили. И теперь оно очень хорошо раскатывается. Потихонечку вытягиваем и раскатываем. Если надо, можно немножечко подсыпать муку.
Посмотрите, насколько тонко я катаю тесто. Оно очень-очень тонкое. И вот так я его раскатываю в длину. Итак, посмотрите, какой длинный и тонкий пласт теста у меня получился. Он очень-очень тонкий, он просвечивается. И сейчас что мы берем? Надо взять сливочное масло. Можно взять, конечно, кисточкой, но тесто настолько тонкое, что кисточкой его можно просто порвать. Поэтому я пальцами аккуратно наношу тонкий слой масла на тесто по всей длине теста. Наносим масло. Видите, масло у меня мягкое, очень легко наносится. И теперь наш кусочек, это тесто, который мы промазали маслом, сворачиваем в рулет. Очень тоненький кусочек такой получается, очень плотненько поджимаем и сворачиваем. Плотный рулет такой, немножко вытягивая даже к краям. Еще раз обращаю ваше внимание, посмотрите, насколько у нас хорошее тесто, эластичное. Оно не рвется. Это все благодаря тому, что мы очень хорошо замесили тесто. Сворачиваем до конца. Видите, какая у меня длинная лента была. Посмотрите, какой получился рулет. Теперь его немножечко прокатаем и вроде как удлиним. Вот таким образом. И я его выкладываю на стол и закрываю пищевой пленкой. И теперь точно таким же способом я раскатываю все оставшиеся кусочки теста. Я раскатала уже следующий кусок теста. И сейчас его опять смазываю маслом. То есть повторяю все то же самое. Но я просто хочу сказать, посмотрите, как удивительно длинно можно раскатать это тесто. Оно очень эластичное. Итак, посмотрите, у меня уже все 6 рулетиков готовы. И сейчас мы будем формировать именно сами краффины. Я беру первый кусочек теста, который я сворачивала в рулет. Здесь у меня очень острый нож. И ножом мне надо разрезать этот рулет на 2 равные части. Нож я слегка смажу мукой и разрезаю рулет на 2 равные части. Постараться нужно это сделать так, чтобы не смялись слои теста. Вот таким образом. Посмотрите. Видите, насколько хорошо видно все вот эти слои. И теперь я покажу, как надо сворачивать краффин. Просто берете его, подворачиваете так, чтобы слои теста были сверху, чтобы они были видны. И подворачиваете, как узелок такой делаете, плетете узелок. Вот таким образом. И выкладываете в форму для маффинов. Вот таким образом. И делаем так дальше. Сейчас я покажу еще один. Подгибаем тесто разрезами сверху, чтобы все слои теста были видны. Сворачиваем таким красивым узелком. Хвостик подгибаем под низ. Вот получается вот такой краффин. Желаю всем приятного аппетита, готовьте на здоровье, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Easy Cook, конечно, делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии.